Возьмем 2 сухие чистые миски и 4 яйца, в которых нужно отделить белки от желтков. Будем придерживаться технологии, так бисквит получится максимально пышным и легким. К желткам добавляем половину нормы сахара, то есть 60 грамм, и взбиваем до светлой пышной массы. К белкам добавляем щепотку соли, оставшуюся половину сахара и взбиваем на средней скорости до мягких пиков. Крепкую пену взбивать не нужно. Если вы опытный кулинар и хорошо знаете свой миксер, можно взбивать все вместе, но для идеальной текстуры лучше разделить. Теперь аккуратно соединяем половину взбитых белков с желтками, перемешиваем, а затем постепенно вводим просеянную муку, всего 120 грамм. Лучше добавлять муку в 2-3 подхода. Перемешаем. Кто хочет бисквит с более насыщенным вкусом, на этом этапе можно добавить 40 грамм сливочного масла, которое нужно растопить и остудить до теплого состояния. Добавляем оставшиеся белки и аккуратно перемешиваем лопаткой движениями снизу вверх. Вот такое красивое воздушное тесто получается. Выкладываем в подготовленную форму диаметром 20-22, а можно и 24 сантиметра. Разравниваем и отправляем в уже разогретую духовку. Выпекаем при температуре 170 градусов примерно 30 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Она должна выходить сухой. После выпечки оставляем бисквит в форме на 5-10 минут. Затем аккуратно вынимаем, снимаем бумагу и полностью остужаем на решетке. Пока бисквит остывает, займемся кремом. В кастрюльке смешаем 1 яйцо, 100 грамм сахара, перемешаем до однородного состояния, после чего добавим 150 мл молока. Все соединилось, ставим на средний огонь и варим, постоянно помешивая до загустения, но ни в коем случае не кипятим. Температура заваривания должна быть около 80 градусов. Консистенция готовой основы должна напоминать жидкую сгущенку. Заварную основу остужаем до комнатной температуры. Далее нам понадобится 100-120 грамм несоленого жареного арахиса. Его лучше порубить на небольшие кусочки, так он будет лучше смотреться на торте. Продолжим приготовление крема. Берем 150 грамм сливочного масла, оно должно быть мягким. И взобьем до пышного состояния и побеления. Добавим 10 грамм ванильного аромата. Теперь по столовой ложке вводим заварную основу в масло, взбивая на средней скорости. Чтобы крем не расслоился, заварная основа должна быть комнатной температуры. Если крем вдруг расслоился,
Подогрейте миску с кремом над теплой водой или в микроволновке и взбейте еще раз. Добавим 1 столовую ложку рома или коньяка. Конечно, это по желанию, но очень желательно. Это придаст торту неповторимый аромат. Если хотите, чтобы спирт полностью испарился, добавляйте ром или коньяк во время варки крема. Спирт уйдет, а аромат останется мягким и приятным. Остывший бисквит разрезаем на 2 коржа. Это легко сделать длинным тонким ножом либо ниткой. Он очень нежный. Пропитаем его молоком либо сахарным сиропом. На первый корж выкладываем половину крема, распределяем равномерно. Если вы сделаете торт большего диаметра, слой крема и коржи, соответственно, будут тоньше. У меня торт диаметром 20 сантиметров. Накрываем вторым коржом, который тоже пропитываем. Покрываем оставшимся кремом, разглаживаем поверхность. Для финального украшения используем подготовленный арахис. И сверху посыпаем торт сахарной пудрой. В Советском Союзе торт праздничный продавался в кондитерских и в гастрономах. Его можно было купить как целым тортом, так и по кусочкам. Цена оставалась доступной, а вкус делал его любимцем как детей, так и взрослых. Этот торт у меня всегда ассоциируется с праздником, теплом дома и ощущением детства. Наслаждайтесь каждым кусочком и радуйте близких. Это очень вкусно. Приятного аппетита! Всем пока!